Добиваем анимации, хотел бы я сказать, но это слишком большая тема. Начнем с прыжка. Мы хотим как-то переключиться между двумя состояниями. Первое – это когда мы бегаем по земле, используя Bone Space для анимации. Второе – это состояние, когда мы прыгаем и используем какую-то анимацию прыжка. Мы определились с состояниями. И теперь нам понадобится машина состояний State Machine, которая будет переключать эти самые состояния. Назовем ее, например, Movement или Locomotion. Это не имеет значения. Вытягиваем первое состояние. State машина первым делом будет переходить в него. Назовем его Ground, то есть это состояние, когда мы бегаем по земле, используя Blend Space. Из него вытягиваем второе состояние In Air, то есть когда мы прыгнули. Появилась стрелочка. В ней нужно будет указать условия, при котором мы переключаемся на другое состояние. Если подытожить, то состояние – это анимация, а стрелочка – это условие перехода. Нарисуем обратную стрелку, чтобы из состояния прыжка мы могли вернуться обратно в состояние перемещения. Эти стрелки пока пустые, но мы сейчас их заполним. Blend Space переносим в состояние Ground. Подключаем State машину вместо Blend Space. Что нужно для заполнения стрелки? Нам нужно знать, что мы прыгнули. А как определить, что мы прыгнули? Все очень просто. Если мы прыгнули, значит мы находимся в воздухе. А кто должен знать, находимся мы в воздухе или нет? Конечно, та самая похотливая компонента перемещения. В прошлый раз, когда мы получали скорость, мы получали ее напрямую из try-get-pound-owner, потому что эпики подготовили нам эту функцию. Давайте и сейчас проверим, есть ли соответствующая функция для определения того, находится персонаж в воздухе или нет. Вообще функция называется не in-air, а is-falling, то есть падение. Давайте проверим, работает она или нет. Проверяем. Не работает. Тогда идем по старинке. Получаем компоненту перемещения и ищем уже в ней по тому же названию. Проверяем. Работает. То, что надо, когда персонаж в воздухе true, когда на земле false. Записываем в переменную b in air. К булевым переменным я всегда приписываю маленькую b. Вы можете этого не делать. Вот теперь возвращаемся к нашим стрелочкам. Первая стрелочка. Когда мы переходим из ground в in air. Когда переменная b in air равна true, то есть мы находимся в воздухе. Вторая стрелочка. Когда мы переходим из in air в ground. Когда переменная b in air равна false, то есть когда мы находимся на земле. Поэтому добавляем not, чтобы инвертировать наш флажок. Проверяем. Что-то вроде работает. Персонаж при прыжке переходит в стандартную T-позу. Это потому, что у нас не установлена анимация прыжка. Теперь возникает логичный вопрос. А где же взять анимацию прыжка? Естественно, нужно пойти и сделать самому. Поэтому отправляемся анимировать. Тут же все по-обычному. Раздвинем руки и увеличим колебания. Ноги укоротим и добавим дерганий. Готово. Вы можете делать все, что захотите. Я же ограничусь этим. Бежим проверять анимацию и ставить флажок. Возвращаемся в State машину и указываем анимацию. Проверяем. Работает, но переходы между состояниями слишком резкие. На стрелочках мы также можем указать продолжительность перехода из одного состояния в другое. В первой стрелочке я оставлю 0,2, а для второй увеличу время до 0,3, чтобы переход был более плавным. В той же Movement компоненте можно установить высоту прыжка. Я установлю себе 600. Бывает так, что живешь себе живешь и внезапно хочешь реализовать зум.
Добавляем в EMC соответствующую команду и идем проверять. Подключаем значения из события Zoom к printstring и проверяем, какие значения возвращает колесико. Крутим вверх 1, крутим вниз -1, то что надо. Вспоминаем, что камера подвешена на селфи-палочку, поэтому будем работать именно с ней. И вот это нам, конечно, повезло. У нее есть поле Target Arm Length, и оно нам идеально подходит. Подопытный найден, поэтому вытягиваем селфи-палочку и ищем в ней соответствующее поле. Что нам нужно установить? Для начала надо потыкаться и присмотреть себе адекватный диапазон значений. Хорошо, определились. Мы не можем просто так установить длину. Нам нужно получить текущую длину селфи-палочки и прибавить к ней какое-то смещение от колесика. Как мы помним, колесико возвращает значение 1-1, а длина палочки измеряется сотнями. Поэтому домножаем значение колесика, например, на 50. После чего прибавляем к текущей длине палочки. Полученное значение и будет новой длиной палочки. Проверяем. Работает, но по-австралийски, поэтому меняем 50 на -50. Еще раз проверяем. Красота. Однако у длины палочки совсем нет ограничителей, поэтому нужно как-то ограничить этот юношеский максимализм. Для этого добавляем Clamp Forward и устанавливаем необходимый диапазон длины. У меня это 300 и 800. Проверяем. Пойдет. В нашей жизни не хватает драйва. Давайте займемся чем-нибудь рискованным. Уже 5-я серия, а про гид я еще ничего не рассказал. Сейчас мы умеем только коммититься. Представим себе игру, где уровень нужно проходить целиком, иначе прогресс не сохранится. Но на самом уровне есть чекпоинты. Так вот, мы научились делать сохранения. Это коммиты. Но в гите можно делать еще и чекпоинты. У нас есть зона с файлами сверху и зона снизу. Как только мы меняем какой-нибудь файл в проекте, то он попадает в верхнюю зону. Вы, наверное, это заметили. А вот в зону снизу файлы сами по себе не попадают. Туда вы суете их сами. Это и есть чекпоинт. Если вы создадите в проекте файл и добавите его в нижнюю зону, а потом возьмете и удалите этот файл из проекта, то этот файл будет и в верхней, и в нижней зоне. В нижней зоне он будет добавлен, а в верхней зоне он будет удален. И если отменить изменения сверху, то останутся только изменения снизу. То есть это своего рода чекпоинт. Меньше слов? Давайте рисковать. Сейчас у нас сделан прыжок и зум камеры. Они еще не закомичены. То есть если мы где-то ошибемся, то всего лишь потеряем их с концами. Переносим все изменения в нижнюю зону и начинаем проверять. Для начала я решил удалить из персонажа волосы и оружие. Проверяем, что у нас сейчас в гите. CBP Girl есть и сверху, и снизу. Сверху хранится информация о том, что мы только что удалили, а снизу прыжок и зум камеры. Отменяем изменения сверху с помощью Discard Changes и проверяем. Волосы не вернулись. Это потому, что нужно перезапустить редактор. Перезапускаем, и все вернулось к состоянию чекпоинта. Прыжок и зум тоже на месте. Бывает еще так, что идешь себе идешь, подскальзываешься и случайно удаляешь весь проект, кроме папочки Levels. Она не удаляется. Обычная жизненная ситуация. И что теперь делать? Паниковать не стоит. У нас же есть гид. Просто выделим и откатим все эти случайные удаления, после чего спокойно продолжим работать. Все файлы будут на месте. Немного развлеклись, теперь двигаемся дальше. Нет времени объяснять, нам нужно две анимации. Первая – это анимация активации. Персонаж поднимает левую руку. Делаем все по старой схеме, кроме флажка UP, он нам не нужен. Вторая – это любая анимация, но желательно на все тело. Я решил сделать анимацию задумчивости. Для этого встаем на нулевой кадр, включаем автокей, если он не включен. Это вторая важная кнопка при анимировании. После ставим персонажа в желаемую позу. В этот раз даже в кривые лезть не придется. Настроим все так. Крутим, вертим, получаем желаемую позу. Теперь нам нужно скопировать первый ключ в последний кадр. Выделяем первые ключи, Ctrl-C. Встаем на последний кадр, Ctrl-V. Проверяем. Красота. Я поставил луп, но это делать не обязательно.
Анимацию-то мы добавили, а как ее запустить? Для этого создадим специальную кнопку под это дело. Будем привязываться к событию started, чтобы избежать лишних срабатываний. И первым же делом проверяем, что она работает. Теперь нужно включить логику и подумать. У нас есть некоторая анимация. Кому нужно ее передать? Кому она нужна? В нашем случае есть только один вариант. Это наша скелетная сетка. Остальным компонентам она даром не нужна. Поэтому вытягиваем ее и пытаемся найти какую-нибудь функцию, которая запустит нашу крутую анимацию. Нашли какую-то функцию по Animation. Пробуем. Пока не попробуешь, не узнаешь, как оно будет работать. Указываем нашу анимацию задумчивости. Движения слишком резкие. Совсем не AAA. В чистом виде эти анимации сложно использовать, так как они работают без плавного перехода. Однако у нас есть кое-что посерьезнее. Это анимационные монтажи. Выбираем ноду Play монтаж. Это очень важная нода. И здесь указываем. А тут нечего указать, у нас нет монтажей. Не проблема, идем их делать. Кликаем по нужной анимации, выбираем Create Anim монтаж и получаем монтаж без всяких фокус-покусов. Если его открыть, то визуально он почти ничем не отличается. Монтаж готов. Указываем его в ноде Play монтаж и проверяем. Отлично, ничего не работает, хоть что-то интересное. Заходим в монтаж и видим какие-то странные слоты. Пока они не имеют значения, но только пока. Наш анимационный граф не хочет работать с монтажами. А если быть точнее, он даже не знает, что это нужно делать. Ведь монтажи – это отдельная нода анимации. Добавляем слот. Проверяем, что имя совпадает с тем, что в монтаже. Но можно и не проверять, потому что других слотов у нас все равно нет. Удобно размещаем его посерединке и проверяем. Работает, только слишком быстро заканчивается. Я убавлю скорость анимации в монтаже. Мне кажется, что персонаж двигается слишком резко, а у вас еще и видео ускорено. В монтаже мы можем указать Blend In – время вхождения и Blend Out – время выхождения из монтажа. Ставим значение повыше и проверяем. Монтаж настроили, но теперь давайте проведем эксперимент. Поставим флажок Loop в монтаже. Проверяем. А почему не работает? Опять кто-то что-то у нас украл? Все не так. Мы просто долбимся не в те двери. Будь вы повнимательней, вы бы уже обнаружили правильную дверь где-то там за углом рядом с мусоркой. Вот же он. Нужный нам флажок. Вы чего, сразу не догадались? Ставим его и проверяем. Работает. Как я и говорил ранее, флажок УП чисто декоративный. А в случае с монтажами он даже вводит в заблуждение. Теперь сделаем все то же самое, но для второй анимации. Пока ничего интересного не происходит, нужно объяснить, как вообще работает SWOT. Пока мы не запускаем монтаж, он спит. Он не проявляет никакой активности. Можно считать, что его в графе нет. Но как только мы запускаем монтаж, он просыпается и забирает себе всю анимацию. Не сразу, а за время Blend In. Когда монтаж заканчивается, он отдает анимацию обратно, за время Blend Out. Может возникнуть вопрос, почему Play Animation работает без этих танцев. Ты сам видел, как он запускает эту анимацию. Он делает это топорно, а монтаж процедурно, плавно, элегантно, красиво и сексуально. Выбор тут очевиден. У нас возникла неприятная ситуация. Мы хотим тыкать пальцем в лицо и чтобы при этом ноги продолжали движение. То есть мы хотим, чтобы монтаж арендовал только одну руку, а не все тело. Что для этого нужно? Стандартный слот нам не подходит. Мы уже решили, что он будет забирать себе все тело. В таком случае создадим новый слот и назовем его Left Hand. Сразу установим его для данного монтажа. Анимация сломалась. Значит, все сработало. Нужно переоткрыть монтаж и все живет. Получается так, что оба монтажа сейчас в разных слотах. Приготовления закончены. Идем в анимационный граф и ищем наш слот. По названию его не находим, ну и пожалуйста. Просто дублируем стандартный слот и меняем его на Left Hand. Если подключить его в тупую, то почти ничего не изменится. Нам надо как-то ограничить руку. Для этого есть нода Layer Blend Pair Bone. Это просто хорошая нода. Ну реально хорошая.
В ней мы можем полностью арендовать левую руку, то есть в Slot Base Pose отдадим обычную анимацию перемещения, а в Blend Pose эту же анимацию, но со слотом. Но тут есть нюанс. Мы не можем вытянуть две сопли из одной ноды, а нам надо подключить и сюда, и туда. Поэтому Movement мы можем записать в переменную с помощью New Save Cached Pose. Называем ее Movement Pose. И вот теперь мы можем использовать ее хоть сколько раз. В ноде WireBlend per Bone нужно указать разделительную кость. Проверяем. Работает. Персонаж бежит с поднятой рукой. Я зачем-то решил еще показать, как работает Blend Mask. Но это лишняя информация, можете это не запоминать. В скелете создается маска, в которой указываются веса для каждой косточки. Смешивание будет осуществляться уже по этой маске, что более удобно и гибко. Сейчас все работает хорошо, но что будет, если не передать анимацию перемещения в нижнюю ветку? А будет T-поза, потому что Airblend Bone арендовал всю левую руку. И как вы помните, пока нет монтажа, то Slot Speed. Соответственно, Slot Speed, никакой другой анимации нет, это T-поза. Мы закончили, осталось подчистить за собой. Удаляем Print String. Монтаж с задумчивостью пока оставляем зацикленным, потом его доработаем. Проверяем какашки и идем коммититься. Уже 5-я серия, а платформ все еще нет. Возможно, они как в аниме появятся в последней серии и их победят за 2 минуты. Но об этом мы узнаем потом.